Теплый летний день заливал парк мягким солнечным светом. Листья на деревьях шептались между собой, лениво покачиваясь на ветру. Птицы распевали свои мелодии, а люди неторопливо прогуливались по дорожкам, наслаждаясь спокойствием. На одной из скамеек сидел чернокожий мальчик, лет 12. В его руках был кусочек хлеба, которым он подкармливал птиц, с любопытством наблюдая за их движениями. Ему нравилось здесь, этот парк всегда был для него местом отдыха, где можно было просто сидеть, мечтать и ни о чем не беспокоиться. Но это спокойствие было нарушено. По дорожке шла женщина, белая, хорошо одетая, с уверенной осанкой. Она смотрела по сторонам, явно наслаждаясь прогулкой, но вдруг ее взгляд зацепился за мальчика. Ее лицо тут же изменилось. Оно исказилось в раздраженной гримасе, губы сжались, брови сошлись на переносице. Она остановилась, несколько секунд наблюдала за ребенком, а затем решительно направилась к нему. Подойдя ближе, она наклонилась и начала говорить что-то резко, глядя на него сверху вниз. В ее глазах читалось негодование, в голосе звучал холод. Мальчик поднял на нее растерянный взгляд. Он не понимал, что произошло, что он сделал не так. Он просто сидел на скамейке. Но женщина продолжала. Ее руки нервно дергались, губы выплевывали слова одно за другим. Она указывала в сторону выхода из парка, давала понять, что здесь ему не место, что он должен уезжать туда, откуда приехал. Мальчик был в замешательстве. Он родился в этом городе, вырос на этих улицах, играл в этом парке с самого детства. Почему вдруг кто-то говорит ему, что он здесь чужой? Прохожие замедляли шаг, оглядывались, но никто не вмешивался. Кто-то отворачивался, кто-то шептался, но большинство просто продолжали идти, будто ничего не происходило. К счастью, среди тех, кто заметил происходящее, оказался полицейский. Он шел по другой стороне парка, когда привлек внимание громкий голос женщины. Остановившись, он всмотрелся в картину, а затем уверенно направился к скамейке. Женщина заметила его, но, казалось, не придала этому значения. Она продолжала говорить, все сильнее повышая голос. Однако, когда офицер оказался рядом, он твердо остановил ее. Он внимательно посмотрел на мальчика, на его растерянное лицо, затем перевел взгляд на женщину. Короткий разговор, и ситуация изменилась. Женщина перешла на защитный тон, потом на агрессивный, а когда поняла, что ее слова не имеют силы, попыталась уйти. Но уйти ей не позволили. Полицейский попросил ее задержаться, но она начала возмущаться, отмахиваться, затем вырываться. Это было уже сопротивление, и через мгновение на ее запястьях защелкнулись наручники. Когда женщину увели, мальчик остался сидеть на той же скамейке. Он смотрел перед собой, все еще не до конца понимая, что только что произошло. Все, что он знал, он просто пришел в парк, чтобы покормить птиц. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.